Доброго времени суток. Если кто смотрел перед этим мое видео со стоклеточной позицией, она очень похожа вот на эту позицию. И еще перед этим видео было тоже похожая очень позиция была. В этой позиции ход черных, и вот на все ходы черных проигрывают. Давайте смотреть потихоньку. Я специально делаю паузу. FG5. Ну и вот стандартная идея, которая была в предыдущих позициях. Вот этот симпатичный такой удар. И еще есть ход CB6. Вот даже интересно, кто что показывает на этот ход, но выигрыш на самом деле очень простой и очень эффектный. Вот это позиции из тетради Геннадия Ильича Хацкевича. Где-то он выписывал, где-то получались эти позиции. Вот такая идея. Так, давайте следующую позицию. Вот, очень интересная такая позиция. Не совсем, может, где-то она, если вот с той точки зрения, чистая с точки зрения, вот если на расчет давать, но на расчет как раз эту позицию можно давать. Имеется в виду насчет частоты всех вариантов выигрышей. Я вот чуть позже покажу все варианты, но позиция очень симпатичная, очень хорошая, конечно. Давайте смотреть. Ну, прежде всего, конечно, просится ход FG5. Вот как раз-то вот этот ход и плохой. Он проигрывает. Так, у меня возникла тут определенная идея. Сейчас я вам покажу. Нет, покажу потом. Идею, то, что у меня возникло, я покажу потом. Так, GH6, BC5. Ну, просится BC5. И вот здесь-то как раз идет контрудар, вот этот вот симпатичный, такое опровержение. То есть такая очень симпатичная позиция, я бы сказал. Ну вот, на этот ход есть этот ход, но здесь, конечно, надо CB6 ходить. И, понятно, выиграна позиция. А хотел вам показать, что нельзя вот так вот ходить, потому что HG3 и будет вот эта вот тактика. Такая вот тактическая идея получается. Ну, здесь, если ловить дамку, то без шашки получается у черных. Так, а давайте мы подробнее еще рассмотрим другие варианты. Но вот здесь вот, скорее всего, надо было, конечно, ED4 белым и компьютер показывает. Я думаю, что ED4. Почему? Я сейчас вам объясню. Вот эту позицию играет GF6, скорее всего, было бы и так далее. Так, а вот есть еще идея на BC5, очень любопытная. Я покажу ее позже, но надо было здесь, конечно, черным ходить CD6. Почему я говорю, что самый сильный ход ED4? Потому что вот здесь не совсем она, вот с точки зрения, если вот везде выигрыш, не совсем чистая позиция, я считаю, с этой вот точки зрения. CD6. Надо было ходить. И вот так. То есть ходим сюда. Этот ход, естественно, опровергается. Потому что АБ4. Надо бить сюда. И вот такая вот позиция. Шашек получается плавно. Так, а если бить, естественно, сюда, то вот этот вот ход. Вот такая позиция. Ну, вот так вот опровергается. Но здесь вот это не основной вариант. Здесь наиболее красивый, конечно, вариант связан с FG5. CD4. Видите, вроде бы везде связка, но позиция очень плохая у черных. То есть, если ходить CD6, то будет вот эта вот идея простенькая. Но вот такая простенькая тактика, но она вплетена в стратегическое именно
стратегический план позиций, правильно. Хотел сказать оценку, нет, это стратегический план. Тактика и вплетена очень тесно в стратегию. Так, здесь опять вот BC5. Пошли и такой вот размен. Ну, здесь, конечно, уже позиция такая у черных, я бы сказал, очень некрасивая. Хотя у белых вроде бы связка. Но не все так просто. Черные ходят, белые ходят, я извиняюсь, сюда. CB6. И вот здесь очень красивый ход за белых. Очень красивый ход. На D6. Проводить надо, ну а как иначе? То есть, видите, группировка это вообще не работает. И вот таким образом позиция выиграна. Ну, вот эти вот идеи не проходят. Потому что D3 просто. Так, ну вот, наверное, все я вам показал по этой позиции. И давайте посмотрим партию. Хочу сказать, не досмотрел ее до конца. Полностью имею в виду аналитику, не досмотрел я партии до конца. Там попытаюсь сейчас свою чуть-чуть аналитику ставить. Но возможно, что вы чуть-чуть проанализируете здесь. Партия была в старом достаточно журнале «Шашки». У меня вырезка есть. И Виктор Литвинович комментировал, то есть, эту партию. И там какие-то ошибки. И вот на том моменте, когда основной там вариант, который он комментировал, у меня там, то есть, листик закончился, и вот я дальше чуть-чуть сам что-то попытался анализировать. Не знаю, насколько удачно. Но какие моменты я вам покажу со своей точки зрения. Давайте посмотрим. Вот такая вот городская партия. Побили. Ну вот, что я хочу сказать. Очень хорошее, то есть, понятно, это теория, все. Наверное, сейчас, кстати, пошла тенденция, тоже очень сильная тенденция и в шахматах, то есть компьютерная, можно сказать, шахматы. Книг сильно дети не читают, есть вообще, не читают, играют чисто с компьютера, но что-то тренер показывает, понятно, это тоже важный момент очень, но очень много с компьютеров, в частности, вот новый чемпион мира, он с Индии вообще по-своему как-то играет, мне объясняли шахматисты, конечно, очень своеобразная система игры. То есть многое с компьютера, и то есть вот позиционные определенные моменты даже народ не хочет понимать, так же так. Но я думаю, в шашках тоже такая есть такая тенденция. В шашках, хотя может этого меньше, но в шахматах вот очень сильная тенденция, чисто обучение идет с компьютера, и вот позиционные сущности, именно каких-то интуитивных моментов, народ не сильно игроки понимают и направлены на это обучение. У нас дело в том, что есть очень талантливый вот мальчик, шахматист, и вот я удивился, что он тоже так вот как-то и начинает говорить, что вот книжку там читал, туда-сюда. Не, говорит, вот программа показывает, это, я, говорит, играл, то есть он увлечен полностью шахматами, но вот программа, это. Вот я очень удивлен был. Почему этот ход, давайте еще раз скажу, делается, чтобы все-таки вот этот фланг, каким-то образом длинный фланг заблокировать, то есть, и не дать там передвижения. Вот это один момент. И второй момент я сейчас через пару ходов хочу тоже объяснить. Именно вот с точки зрения, с позиционной точки зрения, не какие-то варианты, а с позиционной точки зрения. GF6, вот как-то стрёмно, конечно, ход, но это все варианты, это еще старые достаточно варианты.
пишут, по-моему, в книге еще в теории вот у Купермана было все. То есть, конечно, здесь всегда надо смотреть вот этот ход GH4, но понятно, здесь надо, чтобы не попасть в связку, уходить. И покуда я тут ничего не вижу за белых, какой-то супер каких-то моментов. Поэтому пошли так, FE3. Ну, здесь я не буду писать, говорить, что тут журнал достаточно старый. То есть, говорят, что вот это, по-моему, говорили этого хода. То есть, не встречали они как-то в теории. Ну, логика, конечно, есть, что где-то может даже подсвязать с D4. Но вот сейчас, я не знаю, теория по-другому может все трактует. То есть, я не сильно теоретик тут в русские шашки. Ну, давайте посмотрим опять. GF4, понятно. Вот это уже идея. Это идея стоит, хотя здесь надо, вот и компьютер показывает, и ED4 тоже смотреть вот эти блокировки. Ну, все логично. Ну, вот здесь вот начинаются интересные моменты. То есть, какие интересные моменты? Там, кстати, я помню, что ED2 тоже пишут, что вот как раз то BA3 пишут с восклицательным знаком, ED2 пишут, что, наверное, не выигрывает, но это посмотрите сами варианты. Покуда вот этот вот, понятно, что вариант проигрывает, потому что BA7, естественно. Но здесь есть в этом вот моменте есть промежуточный ход. И он достаточно силен. И вот надо эту позицию, именно позицию эту смотреть. Кстати, здесь компьютер пишет, что ничего нету. Поэтому, то если куда-то здесь на BA3, то получается вот этот удар. Интересная достаточно позиция такая. Ну, посмотрите сами. Мне, честно говоря, вот моменты чуть другие волнуют, чтобы вам показать. И вот здесь вот этот ход именно BA3, на что рассчитано? BA3, BA7. Ну, вот опять давайте, может, я вам покажу. Чтобы это вас не смущало чуть-чуть, вот этот ход. Таким образом опровергается BA7. Но вот опять стоит вот эта уже идея. И от этой идеи очень сложно здесь. От этой идеи очень сложно уйти. Поэтому уходит FG3. Ну, я помню, что отмечен вот этот ход в журнале был как очень сильный. И вот здесь вот здесь вот второй момент, который меня очень интересует. И может именно очень важный для детей будет, ну, для более таких, может, даже и поучи разрядов. Вот какой здесь ход делать? То есть я всегда даю даже вот слушателям на ИПК позицию Тимковского, вот эту парадоксальную позицию, когда именно не HG3 ходится, вот 4 на 4, не HG3, а FG3, GH4, вот этих два антихода, можно сказать. Но позиция такая, достаточно наглядная. И она говорит о том, что очень, в русские шашки надо смотреть, в русские, да, и в стоклетке бывает, смотреть даже вот эти антипозиционные ходы, но если, естественно, какие-то есть идеи. И вот здесь вот еще мне вспоминается партия, не партия, партия в книге Вигмана, то есть там с дебюта со связки, чуть-чуть, что вот именно не ход HG3 делается, но здесь связка у Владимира Вигмана, здесь партия со связкой была. И именно здесь делается такой нетипичный ход FG3. Видите, вот это было в партии. Вот цена даже вот эта вот партия, вот этим одним даже ходом, она очень ценна, то есть из-за идеи именно. Идея какая, чтобы на вот этот ход
на этот ход пойти вот сюда. Вот это очень важный момент. Потому что если HGT, то получается, вот, допустим, вот этот вот вариант, и получается, есть размен. Поэтому FGT супер ход, я считаю, там поставили один восклицательный знак, я бы даже два восклицательных знака поставил. ED6. И вот позиция, наверное, она известная достаточно. GF4. Здесь пошли FG5, он сразу пишут проигрывает. Ну, давайте посмотрим, как он проигрывает. ED2, CD4, CB2, естественно, чтобы дальше не пошли никуда. DC5. И вот BC3. Здесь, кстати, вот момент такой, если BC5, ну, то есть сводилось бы, наверное, BC5, вот этот вот ход более логичный, да, здесь. А вот если DC5, мне что-то кажется, в этой позиции выигрывает такой ход. Но вот я, по крайней мере, ничего не вижу здесь. Сюда, сюда, и вот это вот фиксация трех шашек. А если уже вот BC5, то надо сводить к партии. Ну, мы сейчас сведем к партии, посмотрим. Возможно, что просто вот видели здесь эту идею, либо хотели, может, как-то так, не знаю, или красиво, либо интересно выиграть. Тоже такой момент присутствует. Как я говорил, что вот сейчас на лидрафс игра идет, ну, не стоит всем ходам верить, я бы сказал. Потому что люди даже, бывает, не проводят простенькие комбинации, правильно делают, потому что, ну, им хочется поиграть, правильно делают. Либо какие-то, ну, играют, может, даже создают себе слабости, но играют интересную позицию. Это тоже очень логично, очень логично. Нельзя судить вот о некоторых ходах просто о силе соперника. Так, DC5, ну вот, меняется. И вот такая вот позиция возникает. АБ6 и БАТ. Понятно, что на этот ход тоже неудачное вот это расположение шашек. Понятно, что выигрывается. Здесь АЖ5 и дальше просто выиграли они. Ну, вот таким образом. Все несложно. Так, давайте вот здесь вот посмотрим. Вот здесь как раз указывается вот этот ход CD4. И вот, к сожалению, я говорю, что вот на этот момент он, то есть, указывается отдельным вариантом. То есть, он анализирует вот с этой позиции. Вот с этой позиции у меня закончилась запись просто. HG3 здесь еще есть, но HG3, в принципе, он логичный ход, конечно. Логичный. Так, давайте я покажу, что я анализировал здесь интересное. Ну и потом жду вашей аналитики, либо кто-то вспомнит, может, что Виктор Литвинович, или найдет журнал, что Виктор Литвинович показывал. Я думаю, там будет все очень интересно. Так, ну вот DC3 смотрели. АБ4, смотрите, какая идея. CD2. Ну, CD2 по-другому нет. FG5. Ну и вот здесь вот интересный момент. Я паузу тоже маленькую делаю. CB2. И вот такой ход. То есть, ну как, BC5 не пойдешь нападут. Надо, естественно, HG5, CD4 тогда. Вот это жертва стандартная. Но она важная достаточно. CD4 и вот позиция выиграна. То есть, если сюда, ну, так, сюда можно, да. Сюда можно же H4 нападать. То есть, ну и потом прошли. То есть, вот эта вот позиция. Так, и дальше получается, что я хочу дальше показать здесь. Так, BC5, если ходить, то, ну, вот такая мысль. Вот такие варианты. Так, еще раз давайте, если сильно быстро. Ну, естественно, фиксирует вот эта шашка, получается. Есть, конечно, здесь отдачи. Вот эти вот.
и DE5. Тогда G5, CB2, ну и вот тут вот. Так, куда здесь ходить? Кстати, компьютер мне почему-то пишет, что ничья тут. Так интересно. G8. Ну, в общем, надо смотреть, что позиция, честно говоря. Надо смотреть. Как-то компьютер все-таки пишет, что ничья. Может, это ничья и есть, но может здесь что-то не то. Может, вот как раз то позиция это как-то что-то тут не то в этой, наверное, что-то я, может, не досматриваю, да, в этой позиции. Второй момент, вот если АБ6, есть же ход HG5 здесь, и вот GF2. Ну да, здесь, мне кажется, вот так вот логичнее, да, что-то я так, вот, не давая вот этой вот именно жертвы здесь, HG5 на этот ход. То есть, ну, более логично вот самому пожертвовать и пойти так. Ну, вот этот вот вариант. Дальше, что я хотел вам еще показать здесь. А, да, вот. Может, будет вот это интересно. То есть, вот я помню, что там BC5 писался хороший ход очень. GH4, ну, вроде ничего не вижу. Есть, конечно, вот этот вот ход. То есть, половить на вот эту вот идею. Там еще другие есть идеи половить. Но понятно, что это не ловится все. Совершенно не ловится. Так, здесь ходить надо GH2, ну и вот здесь что-то я тут ничего совсем не вижу, если честно. FE тогда так, ну и там другие ходы, собственно говоря, предлагаются. Так, давайте еще посмотрим, что я хотел вам показать. Что-то важное я хотел показать, а что я хотел показать, непонятно. Так, вот FE5. GH2. Ну и вот здесь вот на АБ6 очень любопытный такой ход. И непонятно, как ходить, кстати, если... вот, видите, АБ6 тоже... Мне вот интересует ваше мнение, но вот видите, такая тоже интересная очень позиция. И может не совсем все хорошо для белых закончится. То есть хорошо это когда выигрывается. Понятно, поэтому здесь вот момент такой. На FE5 есть ED2 ход. И вот так вот надо ходить. И здесь, ну вот я как не смотрел позицию, честно говоря, на HG5 тоже CB2. Допустим, АБ6, но здесь FG3 опять. Вот здесь FG3. То есть, далее DE5, ну опять вот CB2. Ну вот здесь вот выигрывается. Ну там другие ходы есть. Можно... Не GH4, можно GF, допустим, вот. Опять сюда, сюда и тогда АБ6. Ну, вот такие вот интересные позиции. То есть, есть поле для размышления в этой позиции. Можно еще поанализировать. Я считаю, что основные варианты я вам показал. И, как всегда, до новых встреч. Играйте в шашки. Больше сами анализируйте без компьютера. Но на компьютере можно, конечно, все проверять. Итак, до свидания.